Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, июль 2023 года. Что мне по судьбе? Давайте узнаем ответ на такой вопрос. И Таро расклад мы выполним на двух колодах. Первая это романтическое Таро, и здесь только старшие арканы. И вторая колода 78 дверей. Ключевое значение это двери, закрытые, не открытые. Или придется подобрать ключ, может быть. Вот давайте узнаем. Вы люди как и интуитивные, так и допускаете альтернативные варианты сами по себе развития событий. И я как раз надеюсь, что вот эта колода с метафорами. Ведь когда мы смотрим на карты, все равно какая-то у каждого своя аллегория, какая-то ассоциация в голове возникает сообразно той обстановке, которая вокруг вас, какому-то вашему пережитому опыту или событиям. И вот я надеюсь, что подсказки как раз будут, какой-то пазл, может быть, вы сложите, или проиграете какую-то, как будто ситуацию, стоит мне этим заниматься, например, или нет. Ну, давайте мы узнаем, что мне по судьбе. Одну карту достанем, может быть, это какая-то сфера жизни для вас, мои дорогие водолеи. Это карта страшного суда, вообще очень добрая, посмотрите, солнечная, такая теплая карта, и она говорит нам о том, что оставь прошлое в прошлом. И как будто не стоит уже даже не то что сожалеть, а даже вспоминать в деталях то, что было когда-то. Это карта возрождения, и не случайно, посмотрите, ангел у нас трубит именно о возрождении. Мы что-то можем начать как будто с самого начала, с нуля. Но это не то начало, которое тяжелое, да, ноль, еще мы что-то зарабатываем, или какие-то от нас требуются усилия, такие достаточно серьезные. Карта избавления от боли, от страданий, поэтому даже то, что мы начинаем, для нас не будет означать какого-то физического напряжения, эмоционального. Тут наоборот, все со знаком плюс, как какая-то гармония в душе устанавливается. Новые возможности, мои дорогие. Давайте мы посмотрим на колоде 78 дверей, что войдет в жизнь представителей знака зодиака Водолей в июле месяце. А что завершится? Тоже узнаем. И мы достанем три карты, разделим условно месяц на три декады. Первая декада 10 дней, вторые 10 дней и третья. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, посмотрим энергии. Что у нас по финансам? И как видят личную жизнь карты. Итак, что же войдет в мою жизнь? Карта Луна, старшего аркана. Ну, по этой карте, интересная очень карта, посмотрите. Луна большая, да, показана. Луна это всегда сумерки. И есть элемент, когда что-то еще пока не ясно. Какие-то перемены будут, безусловно, по этой карте, потому что любая карта нам говорит, выглянет солнце и что-то станет для тебя более определенно. Но если мы говорим про двери, да, что перед нами открыты или закрыты, решить какой-то вопрос, так вот обратите внимание, вроде бы двери изображены как будто под наклоном. Имеется в виду Пизанская башня. Она падает, но она падает уже столетия и все никак не упадет. То есть она достаточно прочна. И на первый взгляд то, что может нам казаться каким-то таким не имеющим равновесия или ненадежным, на самом деле может означать что-то очень ценное, важное, от чего мы не должны отказаться. Может быть, нам придется буквально взаимодействовать с какими-то инстанциями или с такими людьми, когда обстановка или общаясь с ними, для нас что-то будет непонятно. И знаете, ключ ведь как раз как войти в эту дверь. У нас ее кто охраняет? Ключа как будто нет как такового, ручка есть. И ее охраняет хамелеон, который меняется постоянно. И вот ключ к входу, это и есть где-то мы сами должны быть гибче, изменяться под ту ситуацию, которая будет наяву у нас. Это, видимо, будет задача для нас, потому что если мы где-то вот в таких энергиях наготове отчасти находимся, что обстановка может в любой момент измениться, и мы тоже готовы принять те
события, которые к нам приходят, или изменения какие-то вокруг нас, и взаимодействовать как и с людьми, так и с этой обстановкой, которая сложится, вот тогда для нас как будто все двери будут открыты, и мы можем совершить, да, все, что мы задумали. Быть где-то хитрее, ловчее, мои дорогие. И если мы говорим по карте Луна, мы должны надеяться где-то больше сами на себя, не должны подвергать себя риску. И вполне вероятно, вот в таких дверях, которые охраняет словно хамелеон, мы для себя найдем что-то ценное на длительный период. Или это какая-то тема по работе будет для вас, или у нас буквально женщина беременная показана, которая прогуливается по берегу. То есть она как будто ожидает появления ребенка. То есть какой-то проект как будто в самом зачатке буквально, или как будто в первой какой-то стадии, когда мы еще что-то не начинаем, но видим свои перспективы. И перспективы могут быть мутноватые. И сами-то мы тоже как будто пытаемся подстроиться под эту обстановку. Но тем не менее не забываем, что это у нас как будто Пизанская башня, которая стоит уже столетия и никак не упадет. И поэтому как раз-таки какое-то ваше начинание или какой-то проект, или какие-то отношения могут оказаться очень прочными. Поэтому просто по Луне пока еще чего-то не видно. Но не время окончательно подводить еще итог. Видимо, нет. В июле месяце определенная наша осторожность нам абсолютно точно потребуется. Но тогда, в принципе, мы многое решим. Но на большее какое-то или на что-то глобальное не время замахиваться как будто. А что уже для нас завершится? И здесь у нас восьмерка пентаклей, и в этой колоде нам показан профессионал, который делает тату. И очень странно, правда? Мы можем, кстати, с учетом этой карты, быть любым из этих персонажей. Как тем человеком, который занят делом и делает свой рисунок на спине, у человека, который ожидает, когда же закончится. И видно, что и человек-то так достаточно, хоть и напряжен, но он готов какой-то боли буквально потерпеть. И стоит девушка, такая неформалка, которая наблюдает. То есть мы за какой-то ситуацией можем, с одной стороны, словно наблюдать, как разворачиваются события. И это очень символично по карте Луна. С другой стороны, это мы сами можем быть одним из участников процесса, и поэтому будет зависеть от того, в каком же качестве мы выступаем. И если мы говорим о личности, или что задумал молодой человек, который решил сделать такую нелепую, я бы сказала, на своей спине татуировку в виде головы козла. Все-таки у нас мужчина показан. Либо он хочет бросить вызов обществу, либо как воспринимаете меня таким, какой я есть, или думайте обо мне, что хотите, я хочу сделать так. И это где-то может быть свидетельство того, что мы захотим потешить свое эго даже каким-то нетрадиционным путем. Или мы можем захотеть настоять на своем. Я надеюсь, видно. Или мы все-таки мастер, потому что восьмерка пентаклей в первую очередь это как карта ремесленничества или выполнение какой-то работы, когда мы профессионалы уже, и нам какой-то профессионализм доказывать не нужно. И мы как будто улучшаем просто свои навыки, свою экспертность в каком-то так вот в целом вопросе. И тогда эта карта может говорить, что какова бы ни была нелепая обстановка вокруг вас, насколько бы сложные или какие-то непонятные люди нам не встречались, кто бы за нами не наблюдал и что бы он ни думал, мы должны продолжать какую-то свою деятельность или какой-то свой проект. Мы просто делаем деньги, может быть так, для вас это проиграется. И, надо сказать, закрытая дверь, она только кажется закрытой. Ведь нет как бы значения того, что мы не можем войти. Почему? В кабинет нам видно, что свободный доступ. Более того, даже можно было бы предположить, что в кабинете тату будет дверь наглухо закрыта, а тут почему-то со стеклом. Так и мы, в принципе, ничего не утаиваем. Мы можем демонстрировать свой профессионализм, и об этом говорит карта, и продолжать какое-то заданное дело или то, что мы себе наметили, невзирая на какие-то обстоятельства вокруг. С другой стороны, мои дорогие водолеи, я должна это озвучить. Почему? Потому что в июле
будет Венера, есть которая вошла в знак Льва 4 июня. Так вот, как раз в июле с 23 числа это будет ретроградное движение Венеры. И это вопрос денег. Мы можем буквально слить какую-то сумму денег, потратив на какую-то ерунду или на какой-то проект, когда просто вот действительно вот тот глагол «слить», то есть остаться без денег и потом разочароваться в каком-то проекте. Поэтому будьте аккуратны, не потратьте на что-то. И вот очень символично как раз по 8 Пентаклей, все-таки это у нас тоже карта денег. Вообще, надо сказать, это одна из лучших карт в колоде в любой, на работу и на деньги. Поэтому, если мы говорим про траты все же, правда, что завершается, то есть мы не должны совершить какую-то оплошность, мы не должны где-то оказаться в роли вот этого молодого человека, который впоследствии вполне вероятно может разочароваться. Ему что-то, может быть, будет греть какое-то время душу, что я сделал по-своему, но в результате это будут последующие какие-то проблемы, когда нам придется либо что-то исправлять, либо досадовать на самого себя. Поэтому будьте вот к этому внимательны. Давайте мы посмотрим, как у нас по декадам. И первая декада, первые 10 дней июля, это колесо фортуны. И тысячи неопределенностей. Если в остальных колодах это колесо фортуны, старший аркан, говорит о каком-то шансе, каких-то возможностях, а здесь вообще ничего не понятно. Вот точно как по Луне. Нет какой-то конкретики. Если мы говорим колода 78 дверей, а нет этих дверей как таковых. Вместо дверей собрались четверо. Четверо, с одной стороны, четверка. Это всегда число по нумерологии, какая-то база, какая-то уверенность. То есть четверо занимаются тем, в чем они уверены. Они считают себя где-то профессионалами. Но в виде колеса у нас все-таки эта карта представлена. И тысячи неопределенностей. Наверное, даже эти четверо собрались вместе потому, что они хотят прояснить какой-то свой вопрос. То есть есть какая-то в чем-то стабильность, но еще, повторюсь, тысяча каких-то неопределенностей. Или мы хотим словно заглянуть в будущее, но карта нам не обещает, что мы сумеем это сделать. Карта не говорит, что мы какие-то двери, их даже нет, сумеем открыть, потому что ни ключа нет, как будто есть только те, которые сидят и гадают. Вот где-то мы можем только предполагать в первую декаду месяца, но нет, мои дорогие водолеи, никакой конкретики. Поэтому дважды, трижды, наверное, с учетом всех этих карт, всяческая возможность риска должна быть исключена. Я так предполагаю, что какой-то период времени, недаром Луна, и нам говорят, выглянет Солнце, все встанет на свои места. Но мы можем совершить какую-то оплошность, из которой мы потом будем словно выходить какое-то время. И значит, предельное внимание. Иногда по карте Луна проходит вот именно та ошибка. Это не есть что-то глобальное, но это когда мы куда-то поторопились или где-то мы на волне собственного импульса действуем, а в последующем мы можем об этом пожалеть. Поэтому продолжайте свою работу делать, нам карты об этом говорят. Слушайте свою интуицию. Что-то должно из вашей жизни как будто уйти. Должны произойти вот какие-то перемены. И карта страшного суда нам тоже об этом говорит. Не должно быть какого-то диссонанса, не должно, повторюсь, какого-то быть импульса, когда мы можем, где-то совершить оплошность. А что у нас по второй декаде? Это у нас правосудие. Если мы поступаем по закону, если мы действуем по традициям, если мы принимаем, что есть какая-то как власть или какой-то приказ, может быть, да, я имею в виду протокол, какой-то порядок, ведь это у нас правосудие, посмотрите, еще один старший аркан, то мы войдем вот через эти огромные дубовые, скорее всего, двери массивные, которые, в принципе, не имеют ни ключа, ни ручки, и они откроются, это как ключ, они откроются в том случае, если мы соблюдаем какие-то принципы именно как уважение закона, законной власти, так и понимаем, что есть какая-то иерархия, против течения мы где-то не плывем. Мы как будто по правосудию, ведь как мы поступили, может быть, прежде, с нами также могут поступить, понимаете? И нам показаны люди, посмотрите, не случайно, как будто двое пытаются спорить.
И эта дверь закрыта наглухо, поэтому мы ничего не добьемся, если мы будем кому-то что-то доказывать. Мы не добьемся, если мы где-то будем в роли вот или этой девушки, или этого парня, которые искаженное какое-то видение. Есть какая-то реальность и есть закон. И мы должны следовать вот этим двум моментам. И тогда вот эти здоровые двери дубовые перед нами откроются сами, мои дорогие. Тогда, может быть, для кого-то из вас, словно закон нас охраняет. Ну и не попасть в какую-то, наверное, ситуацию с учетом всех этих карт, когда нам буквально придется обратиться за помощью, может быть, или мы себя поставим под удар, когда будет действовать против нас закон. Вот этот элемент тоже примите во внимание. Для кого-то из вас, может быть, на самом деле стоит вопрос разбирательства в суде. И тогда тоже нам карта говорит, мы не бросаемся с места в карьер, пытаясь кому-то что-то доказать. Или доказывать, что есть вот такой закон, и он работает в отношении меня. Вот нет, тут как будто нужно, знаете, тихо, спокойно, может быть, прибегнуть по карте правосудия к услугам специалистов, буквально юрист, адвокат, прояснить для себя окончательно, на каком же мы этапе или в каком же мы состоянии, как в отношении нас работает тот или иной пункт закона или конкретный закон. С другой стороны, это мы должны быть честны сами с собой и где-то себе в чем-то не навредить, не помешать. Давайте посмотрим окончание месяца. Ну, разве что к концу месяца, правда? С чем-то мы уже окончательно разберемся, и наша задача будет принять ту данность, которая есть на данный момент. Мы чего-то не сможем исправить. И как бы мы ни относились к внешним обстоятельствам, к каким-то событиям нашей жизни, есть какая-то реальность, опять же повторюсь, на которую мы не влияем. И наша задача, посмотрите, нам показано, если мы говорим двери, какие двери? Врата. И мы можем выйти, и наша задача, более того, не застревать, как вот этот старец, который присел на погост и сидит, что-то обдумывает. И у него в руках песочные часы. Помни, что время идет, и ты не можешь застрять буквально в прошлом. Прошлое ушло, у тебя остались одни воспоминания. Задача в том, чтобы видеть реальность и выйти за пределы той обстановки, которая у вас сложилась. Это как последние штрихи о чем-то, о прошлом могут свидетельствовать, но реальность, она уже как будто за воротами совершенно другая. Поэтому задача принять, наверное, то, что у вас на пороге, или те обстоятельства жизни. Даже если вокруг непонятно, что творится, и наперед мы не можем какой-то тезис-план, стратегию составить, у нас, значит, будет задача на июль продолжать планомерно, настойчиво, не включаясь в какие-то эмоции вообще, и думая, чтобы это где-то мы следовали по закону, и тогда для нас все решится наилучшим образом. Как будто перерождение, правда, должно быть в нас совершенно в другом качестве. Одна другую карту дополняет. И дела, работа, бизнес, посмотрите, двойка мечей. И ведь это карта своего рода как будто удача. Но или удача, или то, о чем мы мечтали, или мы хотели осуществить. Но к нам это приходит совершенно не тем путем, как мы предполагали. Нам показана монашка, вот прочувствуйте эту карту. Вполне вероятно, женщина, причем такая женщина достаточно в возрасте, которая вполне вероятно в течение или в процессе своей жизни, хоть она и дала обет, может быть, она мечтала иметь детей. И это те наши мечты, которые пространство слышит, а не люди. И здесь вот это наше потайное желание или то, что мы себе где-то мысленно запрограммировали, такое тоже может быть, к нам буквально приходит в нашу жизнь каким-то нетрадиционным способом. Или в тот момент, когда мы этого совершенно не ожидаем. И мы должны буквально брать подарок небес. Или те возможности, которые нам предоставляются. Здесь может быть и тот вариант, что мы можем оказаться словно в роли этого ребенка, которого подкинули, и который зависит от того, как к нему отнесутся люди. И значит, где-то мы принимать должны дважды, мы чего-то не можем, прообраз, аллегория какова, что мы сейчас не в нашей власти что-то изменить, повлиять на какой-то процесс, понимаете, есть какие-то обстоятельства, и наша задача просто удержать самих себя в какой-то период времени июля. Вот как будто так.
И с другой-то стороны бы я сказала все же, пересмотреть, может быть, наши какие-то ценности. И если мы находимся, словно вот там монашка, когда оказываемся перед лицом какой-то открывшейся возможности, но она совершенно не вяжется с нашими представлениями, как будто мы от чего-то просто не можем отказаться. Мы не должны нарушать ход небесных фишек. И так вот тоже нам может говорить карта. И значит, решая какие-то вопросы по делам, по работе, по бизнесу, мы можем столкнуться как и с людьми, так и с обстановкой. Но для вас будет там именно что-то, как подарок небес, о котором мы мечтали, который может выглядеть вот приблизительно как на этой карте. Какая-то неожиданность, какая-то совершенно, ну, с нами не связанная внутренне или с нашими какими-то желаниями, посылами. Мы как-то представляли по-другому. А тут нам буквально пространство Вселенная как будто дарит какой-то новый вариант, и нам ничего не остается, как принимать, потому что где-то наши внутренние устремления, может быть, где-то моральная честность, или вот эти вопросы тоже ведь могут стать на повестку дня. Мы должны соблюдать закон, правда? И в значении двойки мечей именно на этой карте это может быть так проиграно, что есть какой-то еще и вселенский закон, и мы тоже должны ему следовать. Монашка не может оставить плачущего ребенка, несмотря на то, что она дала обет перед Богом, перед высшими силами. Поэтому вот примите это во внимание. Вот какая-то такая ситуация. Но это как будто подарок. И мы не должны загнать себя вот в такой режим ожидания, мои дорогие, хотя у кого-то может проиграться, что деньги я жду. Или деньги я потратил, а потом какая-то может быть пауза. Вот та ситуация, которую я рассказала, когда мы вложились в какое-то дело, а впоследствии оно прогорело, может быть. И мы сидим сами, ожидаем теперь, когда же будут какие-то поступления, или где-то мы растерялись, потому что мы предполагали, что одним путем каким-то будет развиваться ситуация, а здесь тысячи, повторюсь, неопределенности на июль, когда не время для риска вообще. Ну и не для время для того, чтобы мы где-то были вот в таком режиме, как нам показана женщина, сидит, дверь закрыта сама по себе. И если мы говорим на двойку мечей, дверь-то открыта, она распахнута, настежь. Нас как будто приглашают куда-то, понимаете, почему я сказала, это новые возможности. И ключ здесь никто иной, как сама монашка, которая нам открывает двери. Значит, нам возможности приходят совершенно каким-то непонятным путем. Но по деньгам мы, наверное, от нашего какого-то действия правильного или от действия по плану, действия по закону, действия по традициям будет зависеть наше изобилие, процветание, дальнейшее финансовое положение. Но главный посыл, что мы не должны просто словно сложить руки, сесть вот так на пороге возле закрытой двери. И женщина показана, она состариться успела, а дверь успела зарасти листвой. Продолжать, наверное, вот как этот ремесленник, свою работу монотонно, где-то не включаясь в внешние обстоятельства, для нас будет задача. Но все абсолютно подмечать, потому что как может быть, вот как по колесу фортуны, люди тоже где-то неформальные, которые собираются гадать. Ну ведь странно, правда? Что они могут узнать? Насколько это может отождествляться с какой-то реальностью? Да никак. Это какая-то иллюзия, причем массовая иллюзия. И для вас это может проигрываться, как будто все думают каким-то одним шаблоном. Вы же видите как-то по-другому процесс. Но здесь мы тогда никому ничего не доказываем. Нам придется принять какую-то реальность. И надо сказать, у каждого свой ведь какой-то жизненный урок. Мы не мешаем людям буквально делать какую-то глупость. Мы не включаемся в этот вопрос, что-то пытаясь доказать или кого-то остановить, или направить на путь истины. Наша задача, какова бы по-дурацки даже не выглядела ситуация в июле месяце, сохранить самих себя. Это для нас вот своего рода может быть такое возрождение, когда мы должны фокусироваться на себе самом, а не на том, что мы кого-то пытаемся исправить, удержать, остановить от каких-то неправильных действий. Нет, принимать все то, что есть в нашей реальности, и продолжать не останавливаться при любой погоде. Я бы сказала это точно.
Вообще прекрасно. Королева Пентаклей у нас на личную жизнь выпадает. И какова дверь, мы говорим, да, которая перед нами открыта или закрыта. Королева Пентаклей сама как раз открывает дверь, но не всем. И ваша задача будет, вот все то, что я сказала, вы можете открыть свою дверь иносказательно, или это личная жизнь, и тут как раз может быть то место, где мы приходим отдыхать, буквально вопросы дома или ваших личных отношений. Но мы ее открываем только тем, кому абсолютно доверяем. И причем это могут быть люди, тоже несколько, может быть, ну, не совсем обычные. Ведь обратите внимание, два маленьких человечка, им королева открыла двери, и они входят в ее покои. Но ее покои таковы, что это где-то, ну, как банковское хранилище, потому что королева готова пересчитывать свою наличность. И ей сейчас вот эти двое маленьких человечков будут помогать в этом нелегком труде. Будут что-то вместе с королевой втроем, планомерно, рутинно, что-то повторяющееся, какие-то действия, предусмотренные по этой карте, продолжать сохранять благополучие королевы, и так и сохранение какого-то эмоционального баланса, дальнейших планов. Вот что-то не должно меняться по королеве Пентаклей. Для нее все важно, и ее какой-то проект на будущее, так и на сегодняшний день какое-то стабильное состояние буквально и деньги. И не должно быть никакого риска, и не случайно она двери открывает даже не всем. Больше на самосохранение, больше на какую-то стабильность, которая касается нас самих, направлен будет июль месяц. Может быть, имеет значение посоветоваться с теми, кому мы доверяем. И самое главное, исключаем, повторюсь в очередной раз, любую возможность риска. И если вы один или одна, значит, тоже есть какое-то место, словно, где мы можем как и отдохнуть, так и где-то почувствовать себя в безопасности. И мы тоже вот этот островок нашей маленькой вселенной должны сохранить. Для нас это будет важно, как и собственные ресурсы, свои навыки, как и не должно быть какого-то противоречия закону, так и нашу буквально финансовую стабильность и наше положение в обществе. Мы так и статус свой сохраняем, но есть обстоятельства внешние, которые мы должны принять таковыми, какие они есть. Не делать каких-то выводов, потому что впереди будут перемены, но и не застревать в каких-то грустных мыслях, ведь вокруг вас могут быть какие-то обстоятельства, когда вы столкнетесь словно с горем буквально кого-то вокруг вас. Или может какая-то обстановка тягостная на вас тоже вот так влиять. Но наша задача будет выйти из этого пространства. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда. И как раз на июль, видимо, на основе самосохранения и принятия альтернативных вариантов развития событий, тем не менее, у нас может быть очень сильная позиция.